Всех приветствую на своем канале, я Сашич, и сегодня у нас замена дисплейного модуля на Samsung A7 2017 года. Поехали! Вот такой вот у нас разбитый телефон. Устанавливаем ее на сепаратор и разогреваем. Не забываем про защиту глаз. После того, как телефон разогрелся, с помощью пластикового инструмента отделяем заднюю крышку от корпуса. При отделении следует быть аккуратным, так как под крышкой находится антенна NFC модуля, и ее можно легко повредить, задев инструментом, оторвать контакты. У меня такой случай в практике был, причем осложнилось это тем, что быстро в городе купить антенный модуль NFC не представлялось возможным. Не было в наличии, а заказывать и ждать тоже не вариант был, поэтому пришлось повозиться с паяльной станцией и восстанавливать контакты. Так что учитесь на чужих ошибках, а не на своих. После снятия задней крышки мы можем открутить все крепежные винты, их довольно много, но традиционно у Samsung они все одинаковые по размеру. Так что тут не придется гадать, какой винтик куда обратно ставить. Samsung за это респект. После того, как все крепежные винты откручены, мы можем удалить динамик вместе с антенной NFC. Далее отключаем аккумуляторную батарею, отсоединяем шлейф от дисплейного модуля. Ну и первым делом я тут проверяю на работоспособность нового дисплея. Так как заказчик выбрал дисплейный модуль не оригинальный, лучше его предварительно проверить. Да и в любом случае лучше проверять запчасти перед установкой. Телефон находится на пароле. Это вот распространенная ошибка людей, которые сдают телефон в ремонт. Минус установленного пароля в том, что целиком телефон не проверить после ремонта. И еще зачастую клиенты отдают телефон с установленным будильником, который опять же не выключить. Даже телефон мы не можем выключить, так как на выключение тоже запрашивается пароль. Так, далее мы после того, как разогрели опять же на сепараторе дисплей, можем его начать удалять. Здесь у нас дисплей разбит, поэтому я тут особо не церемонюсь, спасать уже нечего. Удалять начинаю с верхней части, так как там больше разбито стекло и проще подлезть инструментом. Ну и также при отделении экрана будьте внимательны в нижней части, так как там находятся сенсорные клавиши.
склеивания основной части дисплея удаляем все осколки. Важно ничего не пропустить и действительно убрать все осколочки, даже мелкие, все остатки клея. В данном аппарате используется дисплей AMOLED. Он очень тонкий и очень хрупкий. Так что любой незамеченный вами маленький осколочек может повредить дисплей при вклейке. После механического удаления всех осколков и клея мы удаляем остатки клея с помощью салфеток и спирта. Также обезжириваем поверхность. Затем наносим специальный клей. Как вы знаете, я использую E8000. Снимаем снова дисплейного модуля пленочки, позиционируем его в корпус телефона и вклеиваем. После позиционирования зажимаем на специальные прищепки и оставляем до высыхания клея. После того, как клей высох, включаем его и проверяем на работоспособность и телефона, и дисплейного модуля. Тут у нас все замечательно. Соответственно, мы можем приступать к обратной сборке телефона, установив все панельки, антенну.
Обезжириваем корпус телефона, наносим тот же клей на заднюю крышку и приклеим ее обратно. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.